Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня у нас фавориты в бюджетной косметике. Как бы нам сказать, фавориты ушедшего года, уже, наверное, год слишком ушел, но тем не менее, давайте это фавориты за ушедший год и за этот начинающийся год, потому что все-таки я люблю эти средства, я ими до сих пор пользуюсь и очень хочу с вами ими поделиться. Открыты они были в прошлом году, поэтому я думаю, что все честно. Поэтому, друзья, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и давайте скорее смотреть. В этом видео я собрала все свои самые сливочки, то, что я просто невероятно люблю. И несмотря на то, что стоимость действительно достаточно низкая, продукты работают очень классно. Они прекрасно держатся на лице на протяжении дня, они круто себя показывают в работе и, в общем, одни лишь приятные эмоции. Конечно, вы догадались, что здесь будут и частично белорусские бренды, и бренды российские. Буквально один бренд, есть два, который не вписывается в концепцию российско-белорусских брендов. Ну, в общем, у нас такая сборная, красивая соляночка. Давайте пойдем с самого начала. И первое, о чем мы говорим всегда, конечно же, это тональное средство. И это мой любимый BB-крем от Холики. Это именно Shimmering крем. У них есть разные. Там, по-моему, 4 или 5 разных кремов, и они все нацелены на то, в каком состоянии ваша кожа. Там есть крем, который предназначен специально для обезвоженной кожи, крем для матирующим эффектом, крем для кожи, у которой там есть какие-то воспаления или несовершенства. Но, тем не менее, скажу честно, мы с сестрой провели, наверное, целый час в Ревгоше, мы протестировали просто все эти кремы, и они все отлично себя ведут. Поэтому, если у вас нет возможности заказать конкретно какой-то, то не переживайте, попробуйте, потом, возможно, распробуйте, вам понравится. То есть я не могу сказать, что там какие-то прям явные аутсайдеры, а какие-то прям явные любимчики. Но я помню, что моя сестра взяла себе для проблемной кожи, и нам он показался, кстати, более даже какой-то такой подсвеченный и живой, чем кремы, которые там, по-моему, какой-то балансирующий есть крем как раз-таки, который тоже увлажняет. То есть я к чему это говорю? К тому, что их кремы, предназначенные для проблемной кожи, тоже очень пластичные, очень хорошие. Но сегодня мы будем говорить с вами конкретно о Shimmering, и как вы уже поняли, помимо того, что это BB-крем, более легкая, такая пластичная, хорошая текстурка, он еще и у нас подсвеченный. Но пусть вас это не пугает, у меня кожа комбинированная, и зачастую эта зона у меня выглядит так плачевненько, особенно потому что я люблю хайлайтеры, я люблю подсвечивающие пудры, и здесь, конечно, я так сиянием не пренебрегаю. И тем не менее, он отлично ведет себя на протяжении дня. Мы помним, что так как это BB-крем, он, конечно, выглядит более жирненько на лице. То есть вот как бы я не могу сказать, что там какой-то матирующий эффект сильно присутствует, но несмотря на то, что здесь как бы есть небольшие такие вкрапления, да, мелкодисперсных каких-то блесточек, которые подсвечивают, как раз-таки не дают отдельные блески на лице, а подсвеченно смотрится ваше лицо с этим тональным кремом, BB-кремом. Все это смотрится очень красиво, хорошо себя ведет. Конечно, пудры чуть-чуть побольше, и все будет прекрасно. Давайте посмотрим на текстуру. Как я уже сказала, он очень-очень пластичный и просто, не знаю, нереально как-то распределяется, прекрасно ведет себя на протяжении дня, и что мне нравится, очень подсвечивает. Такие текстуры могут вас испугать, потому что кажется, что, наверное, как-то морщинки подчеркнет, что-то еще, жирный блеск появится. Но, тем не менее, нет, он отлично себя ведет, отлично. Посмотрите, я, конечно, как всегда, я люблю это дело, много бабахнуть кремика, но, тем не менее, смотрите, он распределился, и как раз за счет того, что я слишком много его нанесла, вы можете увидеть, как у меня засияла моя рука. Боже, это очень красиво. Нужно, конечно, сказать, что здесь один оттенок, и в целом вообще в этой линейке BB-кремов у них по одному оттеночку, но они универсальные. То есть у меня где-то, там, если про Шанель мы говорим, у меня 30-ка, если, я не знаю, про Estee Lauder у меня что-то такое нейтрально-бежевое, но, тем не менее, он мне подошел. Моя сестра вообще светлая, у нее проблемы с этим, она постоянно ищет что-то очень светлое, и на ней тоже вот эти оттенки смотрятся хорошо, потому что все-таки бибишечки, они немножко еще, мне кажется, уседаются на коже, и все это выглядит классно. Я не могу остановиться смотреть, как у меня подсвечено и красиво выглядит с ним рука. И поверьте, что такое свечение, оно, так как у нас здесь много продукта, оно на лицо будет более деликатно, но так классно. Просто вообще кожа выглядела, как будто, я не знаю, вышла из баньки, у меня супер здоровая кожа, несмотря на то, что у меня тоже там какие-то воспаления, да, бывают, но, тем не менее, вот эта бибишка, мне кажется, что не испортит вас, если, конечно, вы любите такой эффект. Вот, поэтому я ее очень вам настоятельно советую, несмотря на то, что у нас февраль, скоро уже март, май, апрель, и вся эта прекрасная череда весенних
и теплых месяцев, когда, мне кажется, мы хотим снять шапки, убрать пуховики и более как-то сияюще и красиво смотреться. Поэтому этот BB-крем я вам настоятельно советую. И пойдем дальше. У нас немножко как будто бы весенняя какая-то подборка. Но нет, еще зима. Еще сплошная зима, но тем не менее как-то у меня все какое-то такое освежающее, красивое. Просто очаровательные румяна от бренда Chic в оттенке 02. Мне кажется, я уже по достоинству могу считаться амбассадором бренда Chic, потому что у меня есть все. Вот что вы не спросите, все у меня есть. И не потому, что мне что-то присылают или что-то там мне дарят в подарки. Нет, я сама честно заработанные кровные денежки несу на талии, потому что, ну, правда, очень хорошие продукты. И, конечно, ценовая политика, мне кажется, в последнее время особенно немножко поменялась. Если там раньше, пару лет назад говорили, что это все-таки бюджетный бренд, то сейчас там есть и достаточно дорогие позиции, но, тем не менее, остались очень-очень хорошие продукты по привлекательным ценам. Конечно же, это карандаши для бровей, просто потрясающие недавно появились в бренде. Это пудра для бровей, это потрясающие спарклы недавно запустились, по мне тоже цена приятная, я, кстати, заказала, мы сделаем с вами совсем скоро обзор на эти спарклы. И, соответственно, еще по приятным ценам остались румяшки и скульптор. Румяна потрясающих, красивых, освежающих оттенков. Там, конечно, они сами позиционируют, что вот это для более молодой кожи, это для более там зрелой, но мне кажется, они все такие комплементарные, такие понятные и хорошие цвета, которые придадут, мне кажется, блеску любому типу кожи, цвету кожи, возрасту и так далее. Что они все очень какие-то универсальные, на мой взгляд. Я выбрала оттеночек 02. Стоимость таких румян, вот прямо сейчас я, к сожалению, не помню, но мне кажется, на скидках можно и за 500 рублей взять, и за 600. То есть достаточно приемлемая цена за такой объем, потому что я тоже им достаточно давно пользуюсь, и, честно, нужно буквально капельку, потому что ими можно переборщить, и особенно то, что это кремовые текстуры. Я не советую с тюбика наносить на щеки, как многие это показывают в своих видео, потому что мне кажется, это сложно. И если вы, я не знаю, не мастер каких-то тушевок, то лучше нанести на ручку, лучше нанести на какую-то прекрасную, красивую палитру и с нее уже перенести на ваши щечки. У меня оттеночек 02, и мне он показался самым каким-то освежающим, и вот я хотела, чтобы он был такой, ну вот весенний. И несмотря на то, что, говорю, у нас зимнее видео, у нас все равно какой-то весенний вайб. Ну, пусть вам поднимет настроение. Просто я считаю, что розовые румяна, они в любое время года действительно придают коже здоровый вид, красивый и, не знаю, если у вас есть там, да, какое-то пожелание выглядеть моложе, то вы будете выглядеть моложе. Потому что вот такой румянец, коралловый, я не знаю, розовый, он очень, ну как-то, ну прям правда, вы вот такая невинность, такая красивая, такая нежная, он очень красиво смотрится. Мне кажется, подходит не только, вот как может показаться, да, блондинкам или кому-либо еще. Главное просто не переборщить. Потому что, конечно, если вот тут такая краснощекая красавица будет сидеть, то это будет немножко странно. А если вы грамотно подойдете к тушевке и к нанесению, то все будет хорошо. Они приятно пахнут. Знаете, прям вообще, я даже не замечала. Жвачка, крем, что-то очень-очень приятно свежее, как будто какое-то легкое уходовое средство, поэтому это тоже приятный плюс, только сейчас заметила, пока у носа кручу своей рукой. Соответственно, тут очень шелковистая текстура, как будто пралине, как будто, я не знаю, что-то такое мягкое, бархатное распределяется, и кожа очень приятная, выглядит с этими румянами очень красиво, ведут они себя на протяжении дня. Так как я, конечно, чуть больше, чем нужно, да, добавила, то здесь подчеркнулась немножко текстура кожи, но там, где у меня мало средства, текстура кожи совершенно незаметна. Но еще имеем в виду, что у нас будет тон с вами, что у нас будет с вами, я не знаю, там скульптор, который тоже все это воедино, да, соберет. И, конечно, это все будет незаметно и будет очень красиво, я вам просто гарантирую, поэтому посмотрите, там румян очень много. И, как сказал, у нас скульптор тоже очень приятные цены, вот именно в таком формате. Там у них есть в шайбе скульптор, у меня тоже есть. Не спрашивайте, пожалуйста, у меня есть все. Вот, и, соответственно, вот в таком формате дешево, сердито, и мне кажется, что надолго очень хватит, потому что он очень пигментированный продукт. И я не видела человека, которому было бы с ним плохо. Поэтому посмотрите. Оттеночек у меня 02. Но не все, как я сказала, они какие-то около розовые, коралловые, собственно, комплементарные для всех цвета. И мы двигаемся дальше. И дальше как раз то, что мне выделяется. Нет, подождите, мы начинали тоже не с российского бренда, окей. Но все равно, вот тоже, что еще немножко такое заморское у нас с вами сегодня, это Colourpop. Да, сразу скажу, что его немножко сложно достать в России. Это либо байеры, либо Авито, либо перекупщики. То есть это нужно как-то постараться, либо если ваши друзья едут и закупают. Но так как это популярный очень
оттенок и формат, собственно, их текстур, то я думаю, что вы сможете найти, если он вам понравится. Он стоил совсем дешево, я не помню, $5-7, когда еще был очень такой приятный курс, то есть и этой шайбочки хватит просто очень надолго, очень. Я, да, вижу 4,2 грамма. 4,2 грамма, но я уже им рисую, я не знаю, бесконечное количество, ну не лет, но месяцев точно. То есть он просто не заканчивается. Давайте поговорим о бренде ColourPop. Это такой американский бренд, у него очень бюджетная косметика, дешевые тени, прекрасно себя ведут, классные. И они разработали вот такой формат, это супер шок текстура. То есть это очень что-то интересное и необычное, потому что это как пралинешка, как зефирка какая-то. Я не знаю, вот очень похожая текстура, кстати, у хайлайтера от Rihanna Diamond Bomb, на который мы тоже с вами делали обзор и смотрели. Вот он такой же, он мягкий, но при этом эта текстура хорошо распределяется и втушевывается в кремовые продукты, хорошо втушевывается там ваш тональный крем и все прочее. И это просто какой-то... Я не знаю, ну, сами судите. Это можно наносить на глаза, соответственно, да, добавить блику. Можно нанести на ваши щечки, но это сияние. Вот, знаете, я всегда говорю, что я люблю сияние из космоса. Вот это все. Но вот, мне кажется, вот этот продукт действительно то, что я люблю. Потому что, ну, просто очень-очень он, конечно, смотрится ярко. Он выглядит будто бы выбеливающе, но если вы нанесете аккуратно, то есть если вы не нанесете такую белую полоску, хотя есть люди, которым это нравится, есть люди, которые выступают на сцене, и мне кажется, вам это вообще особенно зайдет, но если вы это сделаете аккуратно, пальчиками, либо, чем лучше всего, вот такие текстуры очень часто люди сталкиваются с тем, что не понимают, чем наносить. Лучше всего пальцами, лучше всего. Если не получается, мне понравилось для этих целей, сейчас я вам покажу. Нужна какая-то кисть для кремовой коррекции. Где моя кисть? Я все-таки очень хочу вам показать, потому что она хорошо работает. Вот. Соответственно, я ей как раз сейчас, вот она у меня испачкана в хайлайтере, потому что я кремовый хайлайтер наношу, и она хорошо переносит вот эти супер шок текстуры. То есть вы набираете и распределяете. Если вы будете это делать аккуратно, если вы там на палец наберете не тонну этого хайлайтера, а непосредственно чуть-чуть, то можно либо акценты делать, да, вот на этих областях, на самых выпирающих, красиво очень смотрится на фотосессиях, на видео, если вы снимаете, просто фоточку в Инстаграм красивую запереть. И, соответственно, осторожно, так таптывающим движением мы все это наносим. Давайте я даже немножко покажу. Я, конечно, сейчас уже и так вся прихорошена всем этим диорчиком, но давайте я все равно немножко, прям совсем немножко. Если Даша говорит немножко, то будет немножко. Ну вот он меня немножко сейчас спорит с тем, что у меня есть, что у меня золотое сияние. Но, тем не менее, тоже, вот видите, он добавляет такой... Все-таки, да, эффект немножко выбеливающий. То есть, если вы не очень любите это, то имейте в виду. Но там есть и другие оттенки. Это оттенок... Flexitarian. Надеюсь, я правильно произнесла. В общем, как-то я обычно стараюсь смотреть, чтобы, знаете, не позориться перед видео. Ну, в общем, простите меня, если неправильно. Но вот этот оттеночек, он немножко, да, беленький. Есть более бежевый и кремовый. Но, тем не менее, он очень красивый. И холодное время года, как раз зима, возвращаемся к тому, что у нас зима, тоже будет очень красиво смотреться. И он ведет себя феноменально. Единственное, что на глаза тоже очень красиво. На глаза, я даже сделала видео тоже, когда наносила. На глазах он смотрится просто вообще бомбически, но, на мой взгляд, он немножко подскатывается. То есть, если вы долго планируете сиять с ним на глазах, то так как у нас мимика активная, вот здесь морщинки, видите, появляются, он немножко скатывается, поэтому закрепляйте его. Можно либо пудриком закрепить, либо блесками без подложки, да, какой-то определенный просто блеска. Например, вот тем же самым, кстати, Diamond Bomb Рианы тоже хорошо закрепит. Вот, поэтому имейте в виду, и если будет возможность, приобретите, он просто фантастический. И там много оттенков, думаю, обязательно что-то для себя интересное найдете. Двигаемся дальше, и дальше мы поговорим с вами уже о глазах. И, конечно, я не могу рассказать про эту лимитку, к сожалению, но, тем не менее, она еще до сих пор продается в некоторых Магнит Косметик. Я думаю, что можно найти также у байеров и на Авито, скорее всего. Даже на Wildberries видела. Это была коллекция Marble. Она вышла, по-моему, в конце августа, ну, в общем, летом. Но я помню, что я сама его приобрела где-то в сентябре. И я, честно, Stellary люблю, потому что у меня будет еще один продукт Stellary, но я не ждала чего-то здесь феноменального. Но он
такой классный вот этот продукт. Это у нас кремовые тени. Я очень надеюсь, что Stellary как-то услышит наш фидбэк и сделают это либо на постоянке, да, похожий цвет. Потому что он, кстати, у меня вот здесь, кстати, он был в основе. То есть вот этот немножко такой розово-кирпичный оттенок, это как раз-таки вот эти кремовые тени от Stellary. Но если вы его не найдете, этот продукт, то не расстраивайтесь, потому что я в целом хочу донести, что у Stellary вот такие штуки, если выйдут еще, обязательно берите. Очень крутые. То есть прям мне безумно понравилось. В этой коллекции у них офигенная была подводка, вот тоже очень тоненькая. Кстати, у нее там срок годности еще на 100 лет вперед, поэтому мы с вами тоже посмотрим, протестируем, она у меня тоже есть. Но вот этими тенюшками я пользуюсь просто вообще за глаза. Во-первых, что нравится? Казалось бы, немножко странный аппликатор, да? Потому что мы привыкли, чтобы он был либо как кисточкой, а он здесь какая-то как шайба. Но он такой удобный. Честно, я аппликатором, потому что у меня было мало кистей, когда я была в поездке, приобрела, я аппликатором наносила просто феноменальную форму. У меня тут такие четкие линии были. Ну, то есть, правда, очень классные. Ну, как всегда, такой суфлешечка. Пахнет, кстати, приятно, потому что зачастую эти помады пахнут не очень. Ну, не помады, я хотела просто сказать вам, поэтому перепутала. Зачастую продукты с похожей консистенцией пахнут немножко не очень приятно. Если мы про белорусский там говорим, ну, как-то так, химозненько немножко. А вот здесь очень приятный запах, просто невероятно вообще красивый оттенок, потому что мне нравится, что у него есть и кирпич, и нюд, и это не скучный нюд, потому что, я не знаю, он очень интересный, он красиво смотрится, как подложка для каких-то розовых оттенков, для золотых оттенков, бронзу, да, если мы уходим, для каких-то красных, бордовых, вот палетка Ноти моя вообще просто любимая, откуда. Все это очень красиво смотрится. Здесь такое, да, опять-таки у нас какое-то, как будто бы суфле, как будто бы какая-то желешка, пралинешка, очень такая нежная, отлично тушуется, посмотрите, можно просто растушевать в ноль, но при этом построить красивую форму. Подвижные очень, то есть застывают не так быстро на вашей руке. Это позволит вам тоже от каких-то косяков избавиться, если они у вас есть, и так далее. Что еще можно сказать? Что текстура как раз-таки очень похожа на любимые наши матовые помады белорусские. Очень похожи, и я думаю, что, честно, так как мы матовые помады используем под ложечки, нас еще Джеффри Стар научил, наша боевая гвардия, то, я думаю, это можно использовать как помаду. Честно, я ни разу еще не использовала, потому что у меня таких оттенков, просто, мне кажется, миллион. От Шарлотт благодарю, спасибо огромное, что подарила мне 25 рыжих помад и все прочее, вот. Ну, в общем, мне кажется, такой оттеночек тоже можно посмотреть, потому что я знаю, что многие любят на губах похожий цвет, можете попробовать нанести. В общем, если у вас еще осталось, бегите покупайте. Если кто-то продает на Авито, бегите покупайте, потому что еще пока можно это купить. И, собственно, если Stellary что-то выпустит в таком формате, то тоже покупайте, потому что мне кажется, что это может быть интересно и вот работает суперско. Я жду большую коллекцию таких теней. Дальше идем. И дальше поговорим про глаза. Соответственно, если говорим о глазах, давайте опять-таки расскажем о Stellary. Это Stellary Like a Star. Честно говоря, я поняла, когда готовилась к видео, что у меня все туши, у меня сейчас в наличии 4 туши разных, которые я пользую, тестирую. Я поняла, что у меня все туши бюджетные. Поэтому в целом можно посоветовать, что хотите. Lash Sensational от Maybelline просто вообще, слышите, уже лет 10 о ней, но она потрясающая. Шик тоже классная, кстати, вообще за 400 рублей, по-моему, сейчас продается, но тем не менее, сегодня все равно мои лавры уйдут в Stellary Like a Star, потому что я ее купила тогда за 230 рублей, и я ее купила Магнит Косметик по какой-то скидке, она сама стоила 299, мне кажется, сейчас она порядка 400, наверное, стоит, но тем не менее, когда скидки, вообще, берите. Она у нас удлиняет реснички, хорошо их ставит, распределяет и не склеивает. То есть здесь как раз-таки на удлинение, здесь тоненькая щеточка. И изначально, честно, первый раз, я помню, что первый раз я ее попробовала видео. Я снимала видео, и я просто оплевалась, потому что она меня всю испачкала. У меня все склеилось, все испачкалось, и просто я так бесилась. И да, красивый веерный объем, такая длина, но все склеилось. Но если у вас будет такое, многие свежие туши этим решат. Я на следующий день попробовала и поняла, что, боже, мне так стыдно, потому что я видео, ну так, я в этом монтаже немножко подрезала, но все равно. Она вот после этого стала моей самой-самой-самой любимой тушью, она была слишком свежей просто, поэтому отпечатывалась. А сейчас просто хотите красивые, разделенные, длинные ресницы, берите ее. Она у меня не осыпается. Но, знаете, я поняла, что мне очень везет, что у меня есть сестра, потому что мы с ней постоянно на каком-то бьюти-коннекте, и у нас с ней разные абсолютно реакции на туши. То есть она
например, я ей всегда говорю: Саша, попробуй Maybelline Lash Sensational. Это просто sensational, это очень круто. И она мне каждый раз говорит, присылает, что оно не отпечатывается. А у меня ничего не отпечатывается. То есть все очень индивидуально, поэтому я советую, как это ведет на моей коже. Если вдруг у вас что-то там осыпается, отпечатывается, смотрите на сроки годности, на то, в каком состоянии ваша кожа, потому что если, например, у вас очень жирные веки, да, то тоже будет больше вероятность отпечатываться и так далее. Но на среднестатистическом человеке, мне кажется, что она будет хорошо себя вести, поэтому, учитывая ее цену, учитывая, сколько она меня радовала, она достойно попадает в этот список бюджетных фаворитов. Соответственно, дальше мы поговорим про оформление. Ну, давайте глаза закончим, да. Это Ева Мозаик. Она как раз у меня была в зимних фаворитах, потому что она очень дешевая, она круто работает, и я уже который раз покупаю себе эту подводку. Мне кажется, я начала ее покупать, когда она стоила рублей 70 еще в Ревгоше. Она очень давно существует. Так, мы с вами... мы сводчик-то и не сделаем, на глазках показываем. Ну, в общем, она классная. У меня, кстати, есть видео отдельно, где я ее показываю на глазах, если вдруг будет интересно. Соответственно, Ева Мозаик. Я ей не изменяю, и я за это люблю ее и ненавижу, потому что я не могу тестировать другие подводки. Потому что я каждый раз думаю, что, ну, Евочка моя за 300 рублей, знаете, как бы такой там вообще, она очень круто держится. У меня она не отпечатывается, у нее удобный наконечник, да, у нее удобная вот эта форма фломастера, и она просто, я не знаю, что сказать, она долго не сохнет, она прослужит, вот я вот эту списала, чтобы вы поняли, и она все равно, посмотрите, меня как ярко испачкала. То есть это просто очень хорошая подводка, и я считаю, что тушь и подводка могут быть дешевыми. Конечно, да, у нас нет вот этого люксового всего наслаждения и всего прочего, но если вы хотите сэкономить, если у вас нет возможности, или вы считаете это не необходимым, то вы можете что-нибудь приобрести подешевле. Ева Мозаик. Зачем? Почему я ее списала? У меня так всегда. Мне кажется, я как-то расточительно очень подхожу к косметике, и мне надо ее вернуть в пул моей косметички. Ну окей, ладно, у нее наконечник, видите, наконечник не рисует, но мне кажется, ей уже лет 50. Ладно, не 50, ну, вы поняли, давно я ей пользуюсь. Вот, и в общем... И все равно, смотрите, она потрясающая. Может, если она так полежит, она еще оживет. Но не будем с вами рисковать. В общем, она классная. Посмотрите, какой у нее насыщенный цвет. Очень черный. Она фиксируется комфортно. То есть я вот боюсь сказать, что она быстро фиксируется, что вы испугаетесь, что вы ее не уберете. Но поверьте, если вы напортачили, вы сможете это поправить. Но при этом эта фиксация позволит вам сделать красивую, структурированную и классную стрелку. Поэтому посмотрите, это прям must-have-чик. Прям вот обязательно. И она такая дешевая, не понравится, выкинете, подарите кому-нибудь, и кто-нибудь будет просто невероятно счастлив будет с такой находочкой. И у нас осталось 2 продукта. Не засыпайте, если вы уже устали. Хотя я надеюсь, что видео вам нравится. Я надеюсь, что вы подписались на канал, написали комментарий, ждите следующее видео. Ну, в общем, правда, подписывайтесь, потому что это очень сильно мотивирует, помогает развитию. И еще, кстати, у меня есть классный телеграм-канал. Там пока вас не так много, но за счет этого создается такая очень эксклюзивная обстановочка. Мы с вами болтаем, делимся советами. Все, что появляется новое на рынке, мы в первую очередь обсуждаем там. Все новости, мои рекомендации, потому что иногда я тестирую пробники, и мне странно снимать видео про пробники, но тем не менее я месяц пользовалась этим алоэ сывороткой от Гарнира, и я решила вам написать, почему бы нет. Вот, поэтому, если вам хочется еще больше общения, если вы хотите быть со мной 24/7 рядом и общаться со мной напрямую, чатиться буквально, то приходите в мой телеграм-канал. Он классный, пока еще очень такой камерный, уютный. И осталось 2 средства, как мы с вами уже поговорили. Начнем с геля для бровей. Это как раз-таки наши любимые белорусы, и вот это тоже будет у нас белорусы. Я скажу честно, что этот тинт я немножко сомневалась. Я его купила просто закрытыми глазами, потому что он вышел, он был новый, и оттенок у нас Тауп, да, 101. Я подумала, ну не подойдет, ну как он может не подойти? Если будет рыжий, окей, да. Но я сомневалась немножко. Но он оказался просто невероятно хорошим. У меня тоже, я вот опять тоже думаю вам показать, не показать, у меня от Maybelline любимый гель для бровей, но мне кажется, в том формате его еще не купить, потому что я помню, что у меня сестра закупилась там, проверить срок годности, я говорю, покупай все, а пока я успею допользоваться. И вот он тоже классный, но мне кажется, что в том формате его нет, поэтому я решила посоветовать вам этот гель. Он отличная альтернатива моему любимому гелю от Maybelline, и что мне нравится, он очень бюджетный. Он стоит, мне кажется, 150 рублей он стоил, ну, то есть совсем прям мало. Окей, тут маленький объем, но 5 грамм. Но все, мне кажется, гели примерно такие. Здесь очень хороший
оттенок, сейчас вам покажу, он прям действительно серый. Наверное, кому-то он может немножко отдавать рыжевизну, да, вот если его прям сильно растушевать. Но я не знаю, для меня он просто хороший. Ну, то есть вот мне кажется, он достаточно комплементарно будет смотреться на светлых волосах, как странно звучит, на светлых бровях, на русых бровях. То есть он очень приятный, если у вас, например, оттенок бровей, как у меня. Потому что я вам говорила, что я люблю посветлее цвета на бровях. Потому что если вы, не знаю, вот у меня темные брови, но если я их черным нарисую, вы представляете, как я буду выглядеть. Не очень красиво. Вот, поэтому такие оттеночки я люблю. И он смотрится очень хорошо. Я бы даже сказала, что он слишком хороший, потому что я жду, когда немножко подсохнет. Он все-таки слишком много продуктов здесь, и нужно хорошенечко, вот да, вот что вам нужно сказать, что хорошенечко снимайте излишки, потому что он прям такой, они тут прям от души положили нам. Он очень красивый, он, смотрите тоже, какой он кремовый, он очень кремовый. Если вы что-то тоже вот нехорошо у вас произошло, смотрите, вы его тушевали в ноль. Соответственно, при любом ЧП вы его быстро смоете, вы его быстро растушуете, он прекрасно приподнимает волоски, держит их. Все зависит от того, как вы его наносите. То есть, если вы, да, там, прочесываете щеточкой, соответственно, вот так наверх чуть-чуть, то вы больше, когда такой эффект, я не знаю, веерный, как сказать, ну, веерный, это не прорисится, у вас вот вы укладываете, да, брови, вот такая легкая укладочка, они более объемные становятся, что вы их прочесываете и прокрашиваете и изнутри, то есть брови действительно становятся более объемные. Если у вас, например, есть такие пожелания, вам кажется, что ваши брови недостаточно объемные, что они немножко плешивые, что вам хочется такого веера на ваших бровях, то, соответственно, можно уложить этим гелем. И, честно, я даже потом гель для укладки не использую. То есть вот есть там прозрачный гель, у них тоже есть очень хороший. Мне кажется, он здесь просто не нужен, потому что и так хорош. Далее. Еще хотела вам показать. Тут палеточку от Берночек мы уже давно с вами тоже лицезреем. И мне нравится здесь очень сильно оттенок. Это я сама ее собрала. Мы с вами делаем тоже отдельное видео, потому что, мне кажется, Sparkle Бернович, я вот постоянно думаю, а есть смысл покупать Sparkle за 3000 рублей, если есть Бернович за 300, сейчас, наверное, 600 они стоят. Тоже так, я помню, я за 180 их покупала когда-то, а сейчас уже опять 600, все дрожат, к сожалению. Но, тем не менее, эти спарклы я каждый раз наношу и думаю, а стоит ли икра свеч, когда я покупаю что-то дорогое для глаз, потому что каждый раз я вспоминаю о Бернович. И мне кажется, самый хороший оттенок, ну как хороший, скажем так, самый подходящий для всех, который всем подойдет и будет просто потрясающе выглядеть, это 0,5. Посмотрите на него. Это бронза. По мне немножко отдает хамелеончиком, дуохромчиком, да, таким зелененьким, что ли. Но это именно за счет, мне кажется, преломления света, потому что в нем нету фиолетовых оттенков, в нем нет оттенков, которые нам непосредственно такого вот какого-то майского жука прибавляют, но он смотрится просто бомбически. Я сейчас давайте даже немножко нанесу. Мне кажется, тоже уже академия блесток, потому что у меня здесь было 3 разных вида продукта на глазах, и хайлайтер, и блески. Но я хочу вам показать, надеюсь, что сейчас мы увидим, потому что очень красиво. Это любимый оттенок визажистов свадебным. Несмотря на то, что пальцы наши тоже немножко, пожалуйста, он такой, хлопьями, может вам испортить макияж. И так вот, хлопья посыпались, недостаточно я хорошо, видите, вот осыпался. Вот это я могу сказать, что, несмотря на то, что тут текстура все-таки тоже кремовая, вы все равно, пожалуйста, осторожнее, потому что если у вас какой-то супер аккуратный макияж, вы можете его немножко подпортить. Так, пока я переживала за хлопья, я даже не прокомментировала. Но мне кажется, что вы все видите сами, что он, правда, вот при искусственном освещении я заметила, он немножко отдает, как есть, как будто зеленые вкрапления. Но я этого в жизни не видела, потому что я считаю, что это один из самых красивых цветов для как раз свадебных макияжей и вот для какого-то... Так, сейчас. Вот, да, лайфхак. Если у вас что-то осыпалось, и у вас нет времени перекрашивать, или желания, или у вас и так много продукта, такой вот легкой веерной кистью подтушуйте. Конечно, я все равно буду в блесках, но не так критично, как могло бы это быть. Вот, соответственно, мне кажется, он очень красиво смотрится, очень так по-праздничному. И я в последнее время очень вообще люблю такие истории, когда ты просто
наносишь какие-то блески и идешь. Я раньше не могла себя представить без подводки, а сейчас, мне кажется, она не нужна, потому что она как раз-таки уменьшает эффект этого сияния и распахнутости глаза. Вот, он мне нравится, просто здесь, конечно, у нас уже много было с вами блесточек, но если бы это были самостоятельные блески, то вы бы еще больше увидели, какое это красивое свечение. Этот 0,5 оттеночек, мне кажется, что он, правда, подойдет вам, если вы работаете визажистом, подойдет вам, если вы просто любите какие-то, да, аккуратные такие нежные макияжи, ну и если вы фанат блесток. Это просто must have. И следующий продукт это Лилуи. Комплимент, мне кажется, все об этом тоже слышали, это оттеночек 11. Почему я решила его включить? Потому что я как раз-таки смотрела у одного бренда, не буду его называть, чтобы он меня не обиделся, у одного бренда смотрела помаду, которая предназначена для того, чтобы высветлять немножко область наших губок, и она там чуть дешевле. Вот. Наоборот, чуть дороже стоит, но помада потрясающая, бренд потрясающий, поэтому, если что, то мы друг друга поняли. Вот. Но я тогда подумала, что ладно, я в следующий раз возьму, и потом полезла к себе в ящичек и вспомнила, что у меня есть такая помада. Она немножко как раз-таки вот с выбеливающим эффектом. То есть, если вы хотите нюдовые губы, например, как сейчас, они у меня не нарисуются. То есть, нужно, например, карандаш, потом эту помаду. Но если вы хотите немного освежить макияж, немножко что-то выбелить, то этот оттенок, вот смотрите, видите, он посветлее все-таки. Он очень красиво для этих целей подходит. Окей, та помада, которую я хотела взять, она более выбеливающая, но я думаю, смысл вы поняли. То есть, если бы у нас с вами был более темный контур, если у нас там, да, какой-то амбре эффект или что-то еще, то эта помада бы на центр нам бы в этом помогла. Она тоже комфортная, вот немножко она пахнет. Вот мне не очень нравится, как они пахнут. Ну, то есть, прям как будто я чувствую эту текстуру кремовую. Я не знаю, как объяснить. Но вот запах не очень. Поэтому я удивилась очень, что вот от Шик пахнет прям очень хорошо. Вот. Но она красивая, аккуратная. Если вы не любите яркие помады, если вы просто хотите, чтобы у вас были очерченные губы, только если у вас не сильный пигмент, помните об этом, потому что она все-таки высветляет, то эта помада, мне кажется, вообще классно. Ну, то есть прям будет хорошо очень смотреться. И я больше ничего не вижу на своем столе. Значит, мы с вами закончили. Дорогие друзья, спасибо огромное, что смотрели это видео до конца. Надеюсь, что подписались на канал, на мой телеграм-канал, уже написали комментарии, и вам понравился мой топ моих бюджетных фаворитов. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас ваши бюджетные любимчики, потому что все-таки люкс люксом, но не люксом единым. Сказала какой-то каламбур, но вы поняли. Мне кажется, бюджетная косметика, она всегда поднимает настроение, потому что когда ты находишь что-то дешевое, доступное, ты просто бежишь скорее поделиться со всеми. Я, конечно, делюсь в телеграм-канале, но я думаю, что вы тоже там рады, пишите своим подружкам, друзьям, потому что это прям, ну, это нужно видеть, это нужно попробовать. Вот. Ну что, мы видео заканчиваем. Надеюсь, что вам понравились мои бюджетные фавориты. Пишите ваши бюджетные фавориты вот здесь. Мы обсудим. Я закуплюсь чем-то новым и сниму для вас очередную порцию классных, выгодных покупок. Спасибо за просмотр и пока.